Война России против Украины перешла за треть года. И пока пропаганда занята празднованием взятия Северодонецка, пока ракеты вновь летят в жилые дома Киева и Харькова, пока безо всяких военных целей гибнут мирные люди, что вообще-то является терроризмом, но нам нужно вернуться к главному вопросу. А как так 3 дня превратились в треть года и совершенно не собираются заканчиваться? Довольно быстро стало понятно, что решение начать войну было построено на целой череде иллюзий. Причем иллюзий глобального характера, которые касались и общественно-политического состояния Украины, и состояния ее вооруженных сил, и состояния противника как государства, и, наконец, переоценки могущества своей же российской армии. О последнем поговорим сегодня подробнее. Развал российской армии очень легко списать на коррупцию. И в значительной степени это будет правдой. Когда с одной стороны у нас просрочены на несколько лет сухпайки, а с другой поражающие своим дурновкусием дворцы министра обороны и всех остальных, кто наживается на российской армии, не очень-то сложно почувствовать связь между двумя этими явлениями. Коррупция – ответ правильный, но не полный. Потому что вторая часть ответа – это некомпетентность. И хорошо бы понять, где ее истоки. Первый исток вполне на поверхности. О нем мы уже говорили. С крахом Российской империи армия навсегда перестала быть политическим субъектом, а кадровые военные не допускались к реальной власти в СССР и России, к процессу принятия решений. Страх бонапартистского заговора, военного переворота прошел через все советское время, и в полной мере его унаследовал Владимир Путин. Что в Советском Союзе, что ныне, армия просто исполнитель принятых другими решений. И среди тех людей, которые принимали решения о вторжении в Украину, среди этого узкого круга членов Совета Безопасности, просто нет кадровых военных, нет людей с каким-то боевым опытом, нет людей, чья экспертиза могла бы вернуть отставных чекистов в реальность. Но есть и второй исток проблемы – это готовность к прошедшей войне. Последний раз российская армия имела дело с сопоставимым себе противником тогда, когда еще не было никакой российской армии. Последний раз этим противником регулярной армии промышленно развитой страны был вермахт, без малого 80 лет назад, за 7 лет до того, как Владимир Путин вообще появился на свет. Афганская война, чеченская, грузинская – ничто из этого ни по масштабу вовлеченных сил и ресурсов, ни по уровню противника даже и близко не стоит к войне с Украиной. Даже для тех российских военачальников, которые имеют реальный боевой опыт боевых действий, этот их опыт становится совершенно неприменим к войне с Украиной. Ведь этот опыт другой войны. Для любого человека характерно и естественно опираться на собственный опыт, особенно если опыт он считает успешным. Владимир Путин здесь не исключение. Планируя атаку на Украину, он прежде всего учитывал прежние свои кампании, которые провел в роли военачальника. Таких кампаний у него было 4. Первая из них, с точки зрения и хронологии, и важности, это Вторая Чеченская война. Это вообще ключевая история для Путина, ведь благодаря усмирению Чечни он пришел к власти. Победа над боевиками Хаттаба и Басаева превратила серого невзрачного чиновника в героя и обеспечила ему высокие рейтинги, которые создали миф о всенародной поддержке, живущей до сих пор. Вторая кампания – война в Грузии 2008 года. Это был первый опыт столкновения на поле боя с другой бывшей Советской Республикой. Опыт, с точки зрения Путина, тоже вполне успешный. Ему удалось отторгнуть от Грузии 2 региона, Южную Осетию и Абхазию, создать территориальный конфликт и тем самым помешать соседней стране двигаться по пути интеграции в Евросоюз и НАТО. Следующий пункт – украинская кампания 2014 года, включающая в себя стремительную аннексию Крыма и сражение на Донбассе, где пророссийским силам удалось победить украинскую армию и обеспечить создание ДНР и ЛНР, то есть, по сути, повторить грузинский сценарий с созданием квазигосударств, но в больших масштабах. Наконец, 4-я война – это Сирия. Целей там у Путина было несколько. Он хотел поддержать товарища по автократическому цеху Башара Асада и, как мы теперь понимаем, потренировать армию для грядущих сражений уже вблизи собственных границ. Если мы посмотрим на 4 этих конфликта с точки зрения военной тактики, то увидим, что их можно разделить на 2 группы. Первая группа – это Грузия и Украина. 8 августа 2008 года российская армия перешла границу с Грузией.
Уже через 2 дня грузинские части были выбиты с территории Южной Осетии, россияне взяли Гори и Поти, города уже, собственно, в самой Грузии. Путь на Тбилиси был открыт. Штурм грузинской столицы не состоялся, но исключительно по политическим, а не по военным причинам. В 2008 году Путин еще не был готов захватывать столицы соседних государств. В 2014 году на Донбассе ситуация развивалась похожим образом. Летом украинские силы перешли в наступление, и к августу судьба так называемых ЛНР и ДНР висела на волоске. Но в дело вступила Россия, отправив на помощь сепаратистам свои войска. Буквально за неделю положение полностью изменилось, а украинская армия попала в котел под Иловайском. О взятии Донецка и Луганска украинским правительственным силам уже не приходилось и мечтать. Мог ли Путин тогда развить свой успех и продолжить наступление, это вопрос дискуссионный, но важно то, что он смог быстро переломить ход событий и разбить украинскую армию. После этого были подписаны первые Минские соглашения, которые зафиксировали статус-кво, продержавшийся 8 лет в более-менее неизменном состоянии до полномасштабного вторжения России в феврале этого года. В противоположность кампаниям в Грузии и Украине, войны в Чечне и Сирии другие. Во-первых, они более долгие. Тут речь идет не о неделях и месяцах, а о целых годах. Вторая Чеченская война официально длилась 10 лет, а российская война в Сирии началась в 2015 и не закончена до сих пор. Здесь не было никаких стремительных маневров, окружений, котлов. Шла война на истощение, методичное перемалывание боевой силы противника и подрыв его способности к сопротивлению. Осады городов длились месяцами. Грозный в 2000-м брали 3 месяца. Сирийский Алеппо в 16-м больше полугода. Все это сопровождалось ракетными обстрелами и бомбардировками. Планируя нападение на Украину, Путин, очевидно, держал в голове сценарий быстрой победы без особых усилий. Эдакое повторение грузинской кампании на максималках. Мы много раз обсуждали причины. Недооценили силу ВСУ, переоценили свои возможности, совершенно ничего не поняли ни в политических раскладах, ни в настроениях украинского общества. Блицкриг провалился в первые же дни. Принятие этого факта заняло достаточно длительное время. Но это случилось, и тогда тактика российской армии сменилась на чеченско-сирийскую. Был ли инициатором этого лично Путин или кто-то из генералов, мы не знаем, но логично, что, потерпев неудачу с первой тактикой, приносившей успех в прошлом, они переключились на вторую, ведь ничего другого в их практике просто не было. Нынешняя фаза войны в Украине по многим показателям похожа на войны в Чечне и Сирии. Во-первых, это отказ от масштабных перемещений войск и больших битв на открытом пространстве. То есть нет задачи быстро разбить армию противника, окружить ее, взять в котел и тем самым принудить к капитуляции. Вместо этого происходит медленное и планомерное выдавливание защитников из населенных пунктов. Для чего на ограниченном участке фронта создается большое преимущество по численности войск и по огневой мощи артиллерии, и начинается долгий мучительный обстрел. Когда российские войска входят в город, от него к этому моменту фактически остаются только руины. Во-вторых, ставка делается на участие местных сил, используемых в качестве пушечного мяса. В Чечне это были вооруженные сторонники Ахмата Кадырова, в Сирии это была армия Башара Асада. В Украине такую же роль исполняют ополченцы ДНР и ЛНР, якобы освобожденные давно, значит. Их участь действительно ужасна. Совершенно не военных людей насильно забирают в солдаты, бросают в самое пекло против обученных и мотивированных бойцов ВСУ. В-третьих, это война, в том числе и против мирного населения. Зачистки чеченских сел и сирийских городов, по сути, мало чем отличаются от Бучи, мы просто очень мало об этом знаем. Российские и международные правозащитники написали десятки докладов с доказательствами преступлений против гражданских лиц, что в Чечне, что в Сирии, но все это происходило где-то далеко, и общество не сильно интересовалось тем, что там случилось. Чечено-сирийская тактика вообще очень подходит информационной автократии, потому что дает нужную картинку. Можно регулярно отчитываться об очередном успехе, то есть в каком-нибудь взятом населенном пункте, что позволяет создать иллюзию успеха, придавать уверенность сторонникам и деморализовывать противника. Вот уже взяли или освободили, как говорит пропаганда, Северодонецка, а там и до границ Луганской области недалеко, а значит все идет по путинскому плану. Может ли эта тактика принести успех Кремлю? В теории может. Но есть несколько факторов, которые могут этому помешать. В случае с Чечней и Сирией российской армии противостояли не регулярные войска противника, а повстанцы. Их очевидным слабым местом была координация усилий.
У Украины такой проблемы нет. Ее вооруженные силы управляются из единого центра, и они могут действовать слаженно на разных участках фронта, нарушая замыслы россиян. Сейчас, например, они создают давление в Херсонской области, заставляя российское командование отвлекать туда ресурсы из Луганской области. Но более важно, что война на истощение работает только против тех боевиков, ресурсы которых ограничены. Россия определенно имела больше вооружения, артиллерии и солдат, чем чеченские и сирийские боевики. Их запасы таяли, а российские нет. В какой-то момент сопротивление противника прекратилось просто потому, что стало некому и не из чего стрелять. У России и сейчас больше ресурсов, чем у Украины. Кремль может позволить себе расконсервировать старые танки и системы ГРАД. Они уступают современным машинам, но все еще могут ездить, стрелять и убивать украинцев. Кремль может позволить себе проводить скрытую мобилизацию, предлагая баснословные деньги жителям нищих регионов, для которых участие в войне становится единственной возможностью вырваться из замкнутого круга ломбардов и микрокредитов. Что есть у Украины, чем она может ответить? Прежде всего, желание сражаться. У украинцев понятная и очевидная цель – они защищают свою родину от захватчиков. Чем дальше продвигается Россия по пути разрушения украинских городов, тем сильнее будет это желание. А переломным фактором в этой войне будет военная помощь со стороны Запада. Главная угроза для Украины сейчас не в новой атаке на Киев и не во вступлении в войну Беларуси. Главная угроза – это апатия и потеря интереса к происходящему в обществах западных стран. Если этой потери не случится, если политики в Европе и Соединенных Штатах будут по-настоящему поддерживать Украину и снабжать ее вооружением, тогда путинская тактика измора потерпит крах. Он уже потерял свои лучшие десантные части, армии ЛНР и ДНР уже уменьшились в половину. Но до окончательного перелома еще предстоит пройти долгий путь. Конец этой войны может лучше охарактеризовать не русское слово «победа», а то, как для нас с вами, россиян, звучит украинское слово «перемога». Здесь нужно именно перемочь, оказаться выдержаннее и упорнее на долгой дистанции. Все решится не на поле боя в генеральном сражении. Все решится на заводах, где производят оружие, в кабинетах, где принимают решения о поставке вооружений и где принимают решения о санкциях. Сегодня мы видим, что западные союзники Украины начинают понимать затяжной и масштабный характер войны, которая точно не закончится ничем похожим на Минские соглашения. Что речь не идет о том, что можно отправить сколько-то десятков гаубиц и переключиться на внутренние дела какие-то свои другие. Нет. Техника и оружие на фронт должны поступать непрерывно. Саммит G7 закончился заявлением о том, что Украина будет получать военную и финансовую помощь до тех пор, пока это будет необходимо. На встрече европейских лидеров с Зеленским было решено, что мир возможен только на условиях Украины. Все изменилось не только для Путина. Не только Путин получил совсем не ту войну, которую когда-либо вела российская армия. Войну не с вооруженными крестьянами, а с огромной промышленно развитой страной. Все изменилось и для западных лидеров. Не выйдет больше сидеть на двух стульях и ждать, что оно как-то само разрулится. Само не разрулится. Украина ведет настоящую отечественную войну, и помощь ей нужна самоштабная. Массированная помощь – единственный шанс не выпустить войну за пределы Украины. Массированная помощь – единственный шанс заплатить за войну деньгами, а не жизнями солдат НАТО и жителей европейских стран. Путин ныне через раз говорит, что мир изменился навсегда. И это правда. Вот только результат этих перемен ему не понравится. Что касается быстрого пути завершения войны, то хорошая новость в том, что выход этот не военный, а политический. Плохая в том, что случится он только тогда, когда Путин перестанет занимать место президента России. Совершенно неважно, кто именно в результате кровавой драки за власть ею завладеет в России. Для любого человека и любой группы интересов первой задачей встанет вернуться в статус-кво. Под любым соусом и любыми путями остановить войну, вывести войска и действовать дальше уже из этой точки, из точки, где нет боевых действий в Европе. Договориться о снятии санкций, возвращать жизнь экономике, выходить из самой убийственной и самой опасной ситуации в новейшей истории России. Никакой разговор нельзя будет начать до тех пор, пока идет война. Что самое главное для любого, кто сменит Путина? Пока идет война, невозможно будет укрепить собственную власть. Пока идет война снаружи, кровавая административная резня будет идти внутри, между всеми, кто на этой войне теряет жизнь не свою и своих детей, но бизнес, активы и любые надежды на будущее. Совершенно не факт, что нам понравятся те, кто сменит Путина.
Но факт в том, что у них точно не будет ни политического капитала, ни возможности эту войну продолжить. Поэтому быстрый выход из войны – это смена власти в России. Вот так. До завтра.